Добрый день, друзья! Прошел ровно месяц с получения первой посылки из Краснодара. Все контакты этого продавца я оставляю в описании под видео. Все видео о азиатских орхидеях собраны в одном плейлисте. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Давайте посмотрим, что произошло с этими орхидеями за месяц. Я очень подробно показывала распаковку посылки, потом показывала обработку этих орхидей. И после обработки они целый месяц стоят вот в этих новых горшочках. Ну, не новых, а других горшочках. И я их не трогаю. За месяц я один раз полностью замачивала мох, то есть опускала горшочек на 15-20 секунд в воду, выставляла на вот этот поддончик и так оставляла. Иногда вот именно эту орхидею, у нее воздушные корни, находятся вверху. Иногда я ее опрыскиваю. Раз в 2-3 дня. Она приходила с цветоносом. Даже был один цветок. Вот ее название. И она решила продолжить растить бутончики на этом цветоносе. Появилось 2 бутона. Мы еще раз увидим ее цветение. Но при этом растет листик, раскукливаются корешки. И в горшке корни. Орхидея начала свой активный рост, но пересаживать такую орхидею еще рано. Сразу хочу напомнить, что эти 4 орхидеи пришли в отличном состоянии. Только у одной был потерян тургор. Они крупные, с большим количеством листьев. Это название следующей орхидеи, но это очень сильная орхидея. Прямо чувствуется по листьям, по корням. Посмотрите, какой рост корней. Это в горшке маленький. А вот сейчас наведем камеру и покажем внутри горшка, какие растут огромные толстые корни. И пошел рост корней от шеи. Великолепная орхидея. К осени будем ждать ее цветения. Говорят, что Ирен Добкин капризная. У нее был потерян тургор нижних листиков. Тургор набран. Центральный лист из точки роста был маленький. Если будет видно, я вам сейчас покажу. Когда я протирала листья, вот 2 черточки, если их видно на камеру. Потому что вглубь туда я никак не могу проникнуть, и какая-то пыль остается вот в этой части, куда я не могу достать. Ни ватным диском, ничем. И вот эта пыль остается. Вот настолько вырос лист. Я специально не протирала это ничего для того, чтобы вам показать, что рост листа очень заметный. Корни в горшке тоже появились, но правда они появляются внизу. Внизу начинают раскукливаться и расти маленькие корешки. От шеи корней пока нет. Но рост орхидеи заметен. И единственная бабочка, название этой бабочки, у которой было всего 3 листика. Один листик пожелтел и отпал. Вот у этого маленького листа тургора не было совсем,
и он с желтым пятном. Но за этот месяц тургор восстановился. Посмотрите, какой чудный лист она начинает растить. Меньше всего корней было именно у этой бабочки. Два верхних корня, один сейчас он и остается закукленным, а вот этот корень начал потихоньку отходить и прорастать. Но появился новый корень от шеи. В горшке корней много не видно, но есть корешки, которые тоже стали заметны, показали свои носики и растут. Я знаю, что и мои подписчики получили тоже, не обязательно от этого продавца орхидей, но в летнее время мы всегда заказываем таких малышей. И вот проходит месяц после получения, вроде бы начинают они хорошо расти, и сразу много вопросов. А можно ли пересадить такую орхидею? Нет. Подождите еще немножко. Дайте орхидеи до конца адаптироваться, пуститься в активный рост. Даже вот эту орхидею, которая очень активно растет, я не буду сейчас пересаживать. Это будет для нее большой стресс, потому что какие-то корни, да, вот так проросли, а какие-то только наметились. Дайте дорасти этим корешкам хотя бы 3-4 сантиметра, подрасти. И тогда пересадить орхидею. И таких малышей в жаркое время не стоит пересаживать. Подождите, когда температура на улице станет более прохладной. Тогда я вам покажу все абсолютно вот эти пересадки. Причем каждую орхидею мы посадим в разное время. Здесь нужно дождаться, чтобы корни начали хорошо расти. Здесь, чтобы расти начали корни от шеи. У каждой орхидеи какие-то свои нюансы. Поэтому нельзя в одно и то же время пересадить все абсолютно орхидеи, каждую в свое время. Но спешить никогда не стоит с такими малышами. Они менее стрессоустойчивы, чем взрослые орхидеи, поэтому им надо дать больший период для адаптации. И тогда они у вас будут прекрасно расти и, конечно же, цвести. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.